Добрый день, дорогие подписчики, с вами Челышев Сергей, и сегодняшняя наша тема – эротический массаж. Для чего он, для кого, нафига вообще это надо, и в том числе как его делать, и на каких областях, ну и на каких областях как делать. Итак, зачем у нас вообще нужен эротический массаж? Это одна из форм активности, которую пара может применять в качестве прелюдии, либо вместо нее, перед сексом, либо вместо секса, и вообще всячески развлекать друг друга. Для чего вообще нам нужно не только заниматься прямым сексом, но и заниматься чем-то эротическим вокруг секса. Правильно, для того, чтобы создавать в голове некий эротический контекст, и плюс любые прикосновения вызывают в нашем теле выделение гормона окситоцин. Окситоцин служит гормоном, который привязывает двух человек друг к другу. Таким образом, если пара не будет трогать друг друга, то, какой бы у них ни был секс, они постепенно станут чужими людьми. Да, во время секса у них будут прикосновения, но все-таки, увы, в основном человек воспринимает прикосновение как некое поглаживание. Кистям у нас, кстати, будет отдана отдельная целая тема. Поэтому вы можете использовать эротический массаж как некий вариацию, чем паре заниматься вместе, для того, чтобы приятно проводить время и относиться друг к другу все лучше, лучше и лучше, и с каждым днем любить себя друг друга больше. Немного об эрогенных зонах. Разумеется, любая форма прикосновения к человеческому телу несет за собой цель стимулирования эрогенных зон. В видео «Как правильно трогать девушку», ссылка будет в подсказке, но также потом в описании, я подробно рассказываю виды прикосновений и, главное, основной фактор, что эрогенных зон много, они вообще-то к телу имеют опосредованное отношение, вообще это они у нас в голове, в той части мозга, которая обрабатывает прикосновения. И никакой космополитен никогда в жизни не подскажет вам, где находятся у вас конкретно эрогенные зоны. Так, например, у 30%, извиняюсь, женщин грудь не является эрогенной зоной. То есть, да, у 70% является, у 30% не является. Почему? Отдельная история. Там часть бывает из-за патологий физических, часть бывает из-за головы. Часть бывает из-за наслоений, когда у девушки месячные, у нее грудь болит, мужчина трогал ее, мял ей грудь в этот момент, она терпела, в итоге все, у нее запрет идет на восприятие данной эрогенной зоны как эрогенной. Она больше воспринимается с болезненными историями. Итак, главное, что нужно понять, эрогенных зон гораздо больше, чем они описаны в любой литературе, потому что они могут располагаться в любой части тела, как взятого конкретного человека. И предугадать это невозможно. Единственный способ выяснять это самостоятельно. И таким образом, пока вы массируете девушку или мальчика, неважно, к кому это относится, к мужчине массирует его или женщину массирует ее, в процессе человек может комментировать, является ли зона эрогенной. Также напомню, не все зоны, которые являются эрогенными, сразу эрогенны у человека. Иногда требуется некоторое длительное время стимуляции других зон, и как только уровень возбуждения доходит до какого-то большого предела, все, эрогенная зона включается, и все замечательно. А до этого, например, она может испытывать щекотку. Да, все зоны, которые испытывают щекотку, это потенциальные эрогенные зоны, и после какого-то уровня возбуждения будет не щекотка, а очень высокий уровень возбуждения. Общее описание, как обычно делают эрогенный массаж, ну и что это такое. В отличие от обычного, где мы проминаем мышцы, эрогенный массаж служит у нас для возбуждения нервных окончаний на кончиках кожи. Поэтому гладить с силой нам не нужно. Я еще в конце сделаю над этим акцент, но когда мы гладим с силой, мы устаем, и больше чем один раз в неделю такой массаж мы делать откажемся, как бы мы ни хотели. Насколько бы мы не любили делать массаж, но физически это будет делать тяжело. Мы будем уставать. И постепенно, скажем, дорогая, я не буду идти больше делать, ну или просто не буду их больше делать, не буду предлагать, и авось сама не попросит. Примерно так. Поэтому, когда вы делаете эрогенный массаж, это все-таки больше про гладить, прикасаться, проводить пальцами, проводить кистью, ладонью, то бишь, проводить рукой, иногда, да, делать нажимы, но в целом это про легкие прикосновения, и наша задача простимулировать нервные окончания, которые есть на нашей коже, а вовсе не прогладить мышцы и не сделать там, не расслабить не промассировать наши мышцы так вот конкретно. Ну, просто потому что физически вы можете делать это, но если физически вы понимаете, что у вас забиваются руки, и с каждым днем вы все меньше и меньше хотите делать эрогенный массаж, примите как факт. Просто уберите сильные надавливания, и вы заметите, насколько это станет сразу же приятнее и прикольнее даже вам самому себе. Напомню, наши ладони обладают огромным количеством нервных окончаний, и, соответственно, это тоже некая эрогенная зона. Просто мы ее такой воспринимать можем только после, опять же, определенного уровня возбуждения. До этого мы воспринимаем, мы же трогаем все предметы,
все, что на свете, каждый день много раз прикасаемся, и поэтому основной контекст в нашей голове с нашей ладонью не эрогенный. И эта зона включится, ой, как не скоро. Как прикасаться к телу. У меня есть видео, как прикасаться, как правильно трогать девушку. Ну, это то же самое, что как правильно трогать мужчину, разницы никакой. Поверьте, строение нервных окончаний и тканей человеческого тела у нас одинаковое, вне зависимости от того, растут ли у нас сиськи или вырос у нас он самый. Там вы можете прочитать подробно. Я очень долго возился с экспериментами над тактильностью и чувствительностью и классифицировал прикосновения на 4 вида. Это еле ощутимые, едва заметное касание, когда я пальцами еле-еле себя касаюсь. В этот момент никогда не происходит трение, у меня волосы, мужчины сами на себе не поймете. Поймете только на той стороне, где нет волос. Если вы приложите руку и начнете ее двигать, вы увидите, как у вас будет трение, и рука будет даже подергиваться иногда, особенно на больших площадях. У девушек волосы растут реже, там это как раз ярче ощутимо. Итак, есть едва ощутимые касания, здесь трения быть не может, никакой подготовки не нужно. Единственное, это может быть щекотно. Если это щекотно, положите руку, подержите ее некоторое время. Нервные окончания расслабятся, они воспримут, что прикосновение есть, они согреются от вашего тепла, и щекотка уйдет. Дальше есть легкие прикосновения, когда мы еле касаемся, и плотные прикосновения, когда наша рука имеет максимальную площадь соприкосновения с другим телом. Да, здесь самая максимальная сила трения. Здесь, конечно же, удобнее использовать масла. Ну, опять же, если ваша рука нагрелась, скользить она будет лучше, чем она будет в холодном состоянии. В холодном состоянии это будет вот так. И есть жесткие прикосновения, когда мы что-либо сдавливаем. Все 4 вида прикосновений нужны, важны, и более того, их требуется чередовать. Это путь к тому, чтобы ваши прикосновения стали превосходными и прекрасными. Подробнее смотрите в видео, как правильно трогать девушку. Конечно же, я в видео расскажу, какие прикосновения именно массажного плана можно применять. Но помните про 4 вида прикосновений, они вам все понадобятся. Технические средства для эротического массажа, то бишь масла и как, где его делать. Ну, собственно, на кровати или на полу. Для того, чтобы массаж был действительно эротический и вы обладали легкостью скольжения, напомню, давить вам в тело не надо, вдавливать свои руки в тело, поэтому вам потребуются масла. Это значительно упростит ситуацию. И потом, не забывайте, есть еще очень важный момент. Не все мужчины на этом акцентируются, но так как я долго возился, я акцентируюсь и уверяю вас, если вы долго провозитесь с аромамаслами, для вас они также станут неким возбуждающим средством. И вы начнете ассоциировать их с сексом. Ну, у девчонок это проще, они сразу от духов и от запахов такие и млеют. Чтобы не быть голословным и привести вам примеры, я вам скажу так. В принципе, вы можете использовать любое масло, хоть Johnson's Baby. Но, опять же, напомню про аромамасло, а также то, насколько все это проникает в кожу и делает кожу лучше. Самые лучшие масла – это различные ароматизированные масла. Я использую, например, часто использую, например, масло шунги. Не потому, что оно может быть самое лучшее или что-то, я его нашел, оно мне понравилось, я от него в восторге, мне его хватает. В процессе оно выделяет очень много аромата. Итак, вот такая банка шунговского масла используется лично мною. Их достаточно много ароматов, там штук 10-12, прекрасно подходит под скольжение, там смесь большого количества масел. На свой выбор и вкус вы можете найти. Так, если вам не важны запахи, но это только поначалу, потом они вам станут важны, то есть, конечно же, всегда очень простое решение. В любом супермаркете, а-ля Перекресток, ну, начиная, по крайней мере, с уровня Перекресток, скорее всего, в других тоже, есть вот такое масло. Манини, виноградное. Виноградное масло очень хорошо подходит для массажа и очень хорошо, классно смягчает кожу впоследствии. У него есть одно но, оно обладает резким характерным запахом. Конкретно манини, потому что оно этим запахом не обладает. Они убрали отрицательные части того самого масла. Единственное, помните, любое масло имеет некий свой срок годности после того, как вы его открыли. Если масло простояло у вас на полке год, любое масло будет горчить. Если вы пользуетесь аромамаслами часто, как я, то прекрасно знаете, что после полугода все, например, аромамасла пахнут примерно одинаково гадко. Но это относится к тому, когда вы открыли масло. Как такового срока годности, пока туда не попал воздух, масла, собственно, практически не имеют. Ну, там может быть года 2-3, обычно на них на всех написано, когда заканчивается срок годности. Но фактически срок годности у них примерно 3 месяца после того, как вы открыли бутылочку. Также для тех, кто любит использовать в процессе массажа, это возможно использовать дыхание. Есть съедобные, возбуждающие, разогревающие масла от шунги. Прикол в том, что когда я нанесу его на руку,
размажу и подую. Оно очень сильно восприимчиво к температуре. И оно сильно нагревается. Любой порыв воздуха будет нагревать вашу кожу. Я рекомендую вам все-таки масла с эффектами. Они бывают разогревающие, возбуждающие и прочее. Не обязательно шунга. Но так как я торгую игрушками, мне, конечно, проще искать в своей сфере. Наверняка где-нибудь в косметологии, в чем-то таком есть тоже подходящие масла, разогревающие самое-самое оно. Ведь наше нервное окончание активируется в том числе при определенной температуре. Чем выше температура, тем они более позывчивы и открыты. Но, конечно же, при 60 градусах это уже перебор для них, и там начинаются немножечко другие эффекты. Поэтому, да, перед массажем очень классно также сделать ванную. И к тому же, помните, есть еще один фактор, который влияет на, возможно, обоих партнеров. Масло для массажа нужно очень-очень много. То есть это где-то 30 мл. В случае с манини это целая спина, вот на 10 минут массажа, это целая крышечка вот этого масла. Чем больше масла, тем более эротичным будет ваш массаж. Поэтому заранее приготовьте что-то, что вы подложите на вашу кровать и защитите ваши простыни, одеяла и прочее от того, чтобы потом их пришлось стирать, ибо они все будут в масле. Еще один вариант – это делать все это на полу. Тогда, опять же, можете что-нибудь подстелить, ну или потом просто помыть пол. Ну, если вы делаете на полу, обязательно что-нибудь подстелите, чтобы человеку было тепло. И в комнате должна быть хорошая, правильная, высокая температура. Ниже 25 градусов это плохо. Вам нужно будет ее как-то чем-то поднять. Узнать температуру вы можете легко, всегда просто взяв обычный человеческий градусник, опустив его в воду комнатной температуры. В помещении ставите воду, она стоит там 3 часа, после этого приобретает температуру помещения. Опускаете туда градусник и узнаете. Вам нужно от 20 градусов. От 20 это немножечко прохладно. Оптимально для массажа 25. Последний небольшой ликбез с техническим средством. На самом деле масел много. На самом деле я рекомендую использовать вам каждый раз разные, пробовать свое, искать, что вам нравится. Вообще, про любые такие средства у меня целая огромная полка всяких средств из моего мира секс-шопов. Да, и потому что я их тестирую, но и потому что они остаются в личной коллекции, ими пользоваться можно каждый раз разными, чтобы было разнообразие. Не пытайтесь найти какое-то масло, которое идеально и всегда подойдет и в любой обстановке. Нужно изменять, вам нужны разные ароматы, разные запахи, идеального ничего нет. Каждый раз вы можете подбирать разное и смотреть, что вам больше нравится, что-то оставлять для коллекции, что-то там кому-то передаривать, от чего-то отказываться, а что-то примечать и помнить, какие запахи конкретные вам очень нравятся. В общем, очень советую вам разнообразивать и не зацикливаться на одном каком-то хорошем найденном средстве. Какие есть еще масла? Есть еще масла твердые. Это в данном случае выполнено в форме свечи. Она с фитилем горит. Ее температура будет примерно 40 градусов, когда она станет жидкой. Поэтому травмировать ей вы не сможете. Также они есть просто в виде твердых масел. Чем твердые масла отличаются? Соответственно, тем, что они вначале твердые. В процессе разогрева они становятся более гладкими, но тем не менее, как жидкими. Их отличие в том, что там трение все-таки будет некое присутствовать. И иногда это имеет свой смысл. В некоторых историях более актуально твердое масло, потому что там вы сможете получить более такое плотное прикосновение, более густое будет прикосновение у вас. И это дает другие ощущения. Твердые масла, в том числе жители Москвы, могут купить в магазинах Lush, например. Не потому что я их рекламирую, а потому что я ими часто сам пользуюсь. Мне они очень нравятся. Также у Yes for Love из моей сферы есть массажное масло. К сожалению, сейчас не покажу. Кто-то у меня его утащил. Там, например, как масла с эффектами. Там эффект следующий, что постепенно оно из жидкого, наоборот, становится густым и покрывает тело пленкой. Опять же, мы получаем высокий уровень скольжения, длительное скольжение, но немножечко более плотное и, опять же, более такое густое. Опять же, есть средства на основе силикона. Например, очень блик, к сожалению, не видно. Называется Pure Light. В данном случае это не масло, это силиконовая смазка, обладающая очень жидкой структурой. То есть оно сразу будет давать долгое скольжение. Да, масло впитывается кожей, силикон нет, поэтому силикон будет действовать дольше. Вам меньше его подбрасывать. Говорю, средств для массажа существует много. Нужно экспериментировать и понимать, какие из них лучше всего. Основные направления, куда копать, я вам рассказал.
Какие движения актуальны при эротическом массаже и где? Разумеется, основное движение — это вы будете двигаться вдоль спины, вдоль спины, или, например, рук, или ног, или бедер, или так далее, обычными движениями вверх-вниз. Вы так как руки ваши скользят, вы проминаете вверх, немножечко давя вот этими частями вверх, и также прогибаете вниз, давя уже не этой частью, а, соответственно, пальцами. Также, когда вы двигаете, вы можете расставлять пальцы и делать акцент на давление пальцами. Здесь, понятное дело, нужна некая, в любом случае потребуется некое усилие, поэтому рассчитывайте свои силы. Продавливать совсем не надо, это обычный массаж, я про него тоже немножечко расскажу. Когда вы все-таки хотите сделать посильнее, возьмите две руки, вот есть вот эта подушечка, и прекрасно вот этой рукой вы давите на эту, и прекрасно себе продавливаете то, что вам нужно, тратя меньше сил. Также вы всегда можете просто облокотиться и своим весом продавливать, соответственно, облокотившись вот на эти части. Плюс для разнообразия у вас есть большие пальцы, которыми вы можете также проминать вот вдоль. Вот, например, продольным мышцам, это которые идут прямо вокруг позвоночника, требуется, соответственно, часто точечное давление. Также отличный эффект иногда замирать. В этом случае вы пальцами давите на какие-то участки мышцы и замираете в таком положении. Разумеется, большие пальцы здесь лучше всего. Можно просто тупо подавить на них весом. И вот в такой форме сложенные нам всегда будет легче давить этими пальцами. Не зацикливайтесь, опять же, на одном конкретном движении. И помните, когда у вас много масла, оно легко скользит, поэтому даже вот такого обычного движения вполне хватит. Что касается нужной вам анатомии, посмотрите какой-нибудь атлас спины, и вы прекрасно увидите, что у вас есть продольные мышцы, и дальше идут всякие много-много разных косых, которые отходят вот так вот сверху вниз. Вот так же, как они растут, так же по ним и давите. Либо так, либо это если продольные, соответственно, вдоль вверх, вдоль вниз. На позвоночник вы не давите. Что касается шеи и головы, там у нас основное, мы не можем, например, на волосы давить ладонью. От этого толку будет не очень много. Поэтому голову мы массируем примерно так, что мы закапываемся нашими пальцами и делаем давление пальцами на то, что у нас находится под волосами. Да, мужчины, вы можете всегда попробовать на своей голове, но так как у женщин волосы длинные, цепляться ваши пальцы будут больше. И старайтесь просто научиться делать так, чтобы цеплялись они за волосы меньше. Ваша задача не дергать за волосы, а давить на кожу. За 5 минут тренировок вы вполне себе освоите это до конца вашей... Про какие-то другие движения я скажу уже, когда буду говорить про отдельные части тела. Какие зоны тела мы массируем, какие зоны тела имеет смысл массировать в эрогенном массаже. По сути, это все тело. Мы должны промассировать его все. И сзади, и спереди. Основное, конечно же, у нас спина. Спина как самая нейтральная часть тела, которая еще и содержит огромное количество нервных окончаний. Итак, почему мы начинаем со спины? Это самая нейтральная часть, вне зависимости от того, существует ли сегодня в голове мужчины или девушки сексуальный контекст. Это способ получить нужное нам возбуждение, даже если мы не умеем его создавать. Напомню, сексуальный контекст — это сидеть где-нибудь там в романтическом вечере, в ресторане со свечами, или там в комнате со свечами и разговаривать на тему секса или эротики, не на тему детей, родителей и прочее. Так вот, кто не может, мы не все знают, как общаться в паре про секс. Вот самое простое — подготовить и держать в тонусе партнершу, это делать массаж. Эротический массаж проще всего начинать со спины, потому что самая нейтральная зона. Она не воспринимается как нечто эротическое сразу, хотя при этом содержит огромное количество нервных окончаний, и там очень много эрогенных зон. Она почти вся эрогенная. Это такой небольшой лайфхак. Как я говорил, основное это у нас продольные мышцы. В том числе, если ниже лопаток, то у нас начинаются косые, и проглаживаются они, собственно, вы прощупаете там, собственно, по ребрам и проглаживаете. Вы проглаживаете там ребра, тем самым промассируете все нужные мышцы. Проглаживаете вы вот такими движениями, как я говорил, в том числе вы двигаете по ним пальцами, вы можете использовать еле ощутимые прикосновения, когда вы будете еле-еле касаться спины, вы можете точечное давление обеспечивать, двигать пальцами, двигать вот этими вещами, когда хотите сделать давление пожестче.
Чередуя все эти моменты, вы узнаете, никакого рецепта по поводу как, в каком порядке, в общем-то, не существует. От себя могу сказать, что вот, все воспринимают по-разному, и все хотят разных связок движений. Не бывает такого, что человек хочет, чтобы вот только вот так гладили. Ему нужны разные связки, пожестче, помягче, пальцами еле ощутимые, потом плотные и так далее. Прям вот такой дубовый рецепт, я сразу скажу его такую особенность. Дубовый рецепт, это мы вначале руками прогреваем, просто кладя их и держа какое-то время. После этого начинаем пользоваться еле ощутимыми касаниями. Еле ощутимые вначале воспринимаются лучше женщинами, а вот мужчинам часто от них щекотно. И надо будет прогреть, либо использовать плотное касание, но при плотном касании мы можем вот так тормозить. Поэтому либо прогреваем, либо плотными касаниями прогреваем. Если с маслом, соответственно, с плотными касаниями нет проблем. Потом начинаем с еле ощутимым. С девчонками лучше сразу начинать с еле ощутимых, если ей не будет щекотно. Можете предупредить, если будет щекотно, скажи, я знаю, как это исправить. Еле ощутимые, потом плотные, потом легкие, потом жесткие, потом, и дальше опять еле ощутимые и так далее, и так далее. На самом деле, как я сказал, рецепта нет, использовать вы можете разные. В видео «Как прикасаться к девушкам» я рассказал, почему требуются разные прикосновения, потому что наши нервные окончания адаптируются, они посылают сигналы в мозг, сигналы эти генерируют с помощью химии, им требуется на восстановление, и вот чтобы они не адаптировались, для этого мы используем разные прикосновения. Если будете гладить одно и то же самое место с одной силой, через примерно 5 минут считайте, что вы его не гладите. Так, на спине есть еще одно место очень-очень важное. Это место под лопатками. И как же их промассировать? Ведь лопатки мышцы под лопатками, не мышцы, которые над лопатками. Там мышц нет, там вообще кожа только. Итак, как же туда добраться? Нужно либо попросить партнера руку завести сюда, то есть он лежит и вот так вот кладет руку вдоль. И либо отодвинуть просто пальцами в сторону. Если не получается отодвигать, помассируйте это место. Не получится отодвинуть, если мышцы напряжены. Помассируйте место, сдвиньте руку так, чтобы вот эта лопатка ушла, и подвиньте лопатку пальцами. Просто сдвигается вот так вот пальцами, если вы нашли правильное положение руки. Я говорю, обычно это вдоль кровати, вот так вот, вытянутая вдоль. Тогда лопатки легко сдвинутся. Это очень важное место, под ними часто есть напряженность, сам человек промассировать практически их не может, и более того, он даже обычно не понимает, у него болит, например, вот там где-то слева сверху от позвоночника, справа там сверху от позвоночника, а на самом деле зажим под лопаткой. Поэтому обязательно уделяйте этим местам время. Массировать получится только одной рукой, потому что вторая у вас будет ее в этот момент сдвигать. Плечевая зона здесь все вам известно, массируется все это вот так, и сразу, вот эти вот движения все, в том числе пальцы массируете вы по большей части пальцами и вот этими подушками. Тут есть одна особенность. Никогда, не пытайтесь показать свою силу и показать, сейчас я тебе там промассирую с самого начала. Да, мышцы, такая штука, им требуется время на привыкание, на расслабление. Если вы сразу начнете с силой там массировать, вы сделаете человеку больно. Если вы начнете массировать там же, с такой же силой, но после того, как вы 2-3 минуты, а лучше 5, прогладили эти места, зажимы уйдут. И тогда сила будет восприниматься хорошо, потому что, конечно же, здесь у нас всегда напряженные элементы, наша шея держит нашу голову, и вот эти вот плечевые мышцы всегда там участвуют, которые идут у нас вот так, вот только вот там сзади, соответственно, не могу показать. Когда мы снимаем с человека напряжение, его уровень возбуждения увеличивается. Это, кстати, прямой, все, кто хотят получить сквирт, для этого девчонка должна максимально расслабиться, и надо расслабить все зажимы на ее спине. Немало внимания уделяйте шее вот здесь. Спереди, сразу скажу, есть особенность, ее тоже можно массировать, гладить и так далее. У некоторых девчонок есть всякий нехороший опыт в прошлом, связанный с удушением, какими-то дебильными партнерами или кем-то еще. Поэтому всегда уточняйте, можно ли ей гладить шею, можно ли ей, если вы хотите тем более подсдавить, подпридушить, обязательно уточняйте, можно ли это сделать только голосом, по-другому вы это никак не сделаете. Но по умолчанию шею сзади практически всем можно трогать. Там актуально гладить вот этими местами, проглаживать пальцами, опять же, и проглаживать просто ладонями, руками. Выше шеи у нас идет голова. Голову также прекрасно можно массировать, и много у кого это очень эрогенная зона. Прям мозги отключаются у некоторых. Опять же, вы можете зарываться пальцами в волосы и осуществлять давление с помощью пальцев.
То есть вот так вот вдоль головы, по всей головы. И, собственно, зарываясь вот где-то здесь вот около макушки, самые-самые такие места. Плюс вот здесь вот, где у нас, идет вот эта вот зона. Вот эта зона, где начинаются у нас волосы. Тоже бомбическое место. Так, только единственное, вы можете как раз потренироваться, любой мужчина на своей голове, любая девочка на своей голове, но помните, у девчонок длинные волосы, вы будете немного в них запутываться. Ваша задача не пытаться, ну, грубо говоря, надавив на волос, придавив его, потянуть за него, вверх. На коротких волосах так не получится, на длинных очень даже легко вы можете пытаться выдергивать волосы вверх. С этим будьте осторожны. Это только опыт. Массируете, гладите, спрашиваете, не тянете ли вы волосы. Все, девушка говорит, что нет, не тянете, все замечательно, все волшебно. Тогда все, продолжайте. Соответственно, у нас есть еще лицо. Лицо обычно проглаживается уже практически, ну я только пальцами проглаживаю. Проглаживается, соответственно, вот эта часть. Проглаживается лобовая перед, вот там, где опять же там, где у нас начинаются волосы, они почти все высокочувствительные зоны. Я не знаю, почему так случилось, видимо, из-за того, что там вот начинается рост волос и разница чувствительности, и срабатывает, что в одном месте, где волосы менее чувствительная часть, в другом, где их нет, более чувствительно. То есть вот здесь вот на лбу, ну, не особо, вот здесь больше. Соответственно, также область скул, у нас здесь борода обычно, мы как бы убиваем здесь нервные окончания с помощью бритв, даже если бреемся, ну, как бы у бородатых, у них более чувствительная здесь часть. Вот эта часть, вот здесь вот, но не давите на нос, потому что вы здесь будете перекрывать вот это вот. И, ну, здесь, когда вот попробуйте сами все сделать, если вы надавите не на нос, вам будет очень неприятно, потому что там все это сдавится, волоски начнут давить, все вот это, ну, в общем, не самые лучшие ощущения. Вообще проверяйте много на себе. Самый офигенный, главный способ. Плечи, руки, ноги. Ну, вот я имею в виду плечи, вот не вот это плечо, да, а плечо на самом деле. Вот, плечи, руки, ноги. Ну, единственное, вот здесь вот у нас тоже всегда часто есть всякие эрогенные зоны, но здесь особо не давите, здесь идут сочленения, крепятся мышцы, и не очень приятно, когда туда давление идет, здесь мы только проглаживаем. Вот это все мы, соответственно, проглаживаем по большей части ладонью и вот этой вот частью. Здесь особо пальцами здесь можно, опять же, сдавливать и задерживаться на какое-то время. Если я не сказал этого про спину, там, да, тоже вы делаете движение пальцами вдоль позвоночника по продольным мышцам, и продольные мышцы очень отзывчивы к тому, что вы периодически надавливаете пальцами и задерживаете. Связано это с тем, что вы прекращаете кровоток какое-то время, и мышца может вздохнуть спокойно, так как она не перегоняет в этот момент бешено кровь. Потому что, опять же, наряду с шейными мышцами, продольные мышцы спины, самые работающие, они вообще никогда не отдыхают, даже в лежачем положении. Итак, соответственно, здесь вы все это можете проглаживать. Отдельная часть — это внутренняя часть бедер, потому что она граничит с, опять же, коленками, которые там часто много нервных окончаний, и граничит с паховой областью, их чуть позже. Кисти человека — это очень бомбическая зона, вообще про них можно чуть ли... Чем особенно характерны кисти? Вся кисть — это один большой сгусток нервных окончаний. У нас больше только на ногах и в области рта, языка, ну и, конечно же, в паховой области. Так вот, кисти характерны тем, что их гладить и массировать вы можете также, ну, там только с маслом будут проблемы, сейчас поймете, о чем речь. Это единственный эроген, ну, как половой, можно сказать, половой орган, который можно гладить прилюдно в ресторанах, кинотеатрах и прочем. Итак, самая, конечно, чувствительная часть — это внутренняя часть ладони. Не забывайте ее массировать. Это делается пальцами, это делается, собственно, самой ладонью, вот этой вот частью, как я говорил, вот, и, собственно, отдельно самими пальцами. Так как почти всегда у нас ладошки потные, здесь, кстати, с трением проблем у вас не будет. Обязательно массируйте пальцы, сами подушечки пальцев, вдоль пальца, и есть бомбическая тоже зона между пальцев. Там идет большое скопление нервных окончаний, ну то есть вот эта часть у каждого пальца. Ну вот самый простой способ ее массировать примерно вот так вот. Что так вы будете двигать туда-сюда вот эту вот уздечку, и это будет неприятно. Поэтому делать двумя пальцами, сдавливаете, протаскиваете обратно, сдавливаете и так тому подобное. Вот эта зона очень-очень важна. Разумеется, кисти рук у нас очень отзывчивы, в том числе к сильным сжатиям, поэтому не забывайте использовать и сильные сжатия. Тем более сжатие вот здесь где-нибудь, это вообще очень эротическое ощущение, когда вы сдавливаете руку, берете ее в замок, не даете двигаться, в общем, берете управление в свои руки или ручки, если вы девушка. С кистями есть еще одна тема. Вы можете взять в замок и должны будете массировать каждый друг другу
руку. Здесь есть такой момент, что еще иногда можно отследить некоторую реакцию. У кого-то будет реакция, они будут расслаблять руку, кто-то будет пытаться в ответ не в попад двигать. Вот ваша задача войти в такой режим, чтобы вы в попад друг друга гладили и не мешаясь при этом гладить другому человеку. Это тоже прям вот достойно отдельного видео. Соответственно, в обычной ситуации сверху вы берете прям руку, кисть в руку, в одну кисть и начинаете ее массировать. Либо раскладываете вот так вот, ну вот как вот так вот руки и массируете сверху своими руками уже обе кисти. Вообще, по-хорошему, нужно промассировать каждую кисть в отдельности очень-очень хорошо. И еще одна тема, да, сейчас опять кто-то бомбанет, это стопы. Кто-то скажет, фу, фетиш отвратительно, как можно, там, так далее. Но большая часть моих зрителей, насколько я понимаю, очень хорошо относится к многим нормальным формам и эротики, и отлично понимают, что, ну, блин, кистями не ходят по... что если стопой не ходят по лицу, то это, ну, хотя кому-то и такое нравится. Но если стопой не ходить по лицу, а массировать их руками, то это более чем допустимо, их можно целовать, но это у меня есть видео про фуд-фетиш, можно там посмотреть. А так скажу, что есть стопа, соответственно, у нее нужно понимать очень активные зоны вокруг пяток. Не сама пятка, она там не сильно чувствительная, а вокруг пяток, вот здесь вот сбоку, где у нас идут впадинки. Есть внутренняя часть стопы и внешняя, соответственно, внутренняя это вообще там, там штук 5, наверное, всяких зон высокой концентрации. Ну вот если вот эта внешняя часть, это внутренняя, уж не буду на своей стопе показывать, вот, то здесь у нас идет впадинка, и вы массируете всю впадинку. И здесь, где у нас подъем, тоже мы массируем и подъем, и боковую часть. Она тоже там часто в зажимах вся, и ее тоже требуется. Абсолютно то же самое к пальцам. И у стоп всегда еще есть вот эти все припухлости, я не помню, как они по-научному называются. Там у большого пальца тоже, их мы тоже должны промассировать. Также, опять напомню, используйте масло. Вы можете массировать одновременно ноги, но я опять же советую, это скорее как элемент, когда две ноги одновременно массировать, а так массируйте, конечно же, пальцами. Да, спину и ноги и так далее вы массируете, ну, тупо сидя на девушке, ну или на мужчине. Сидеть нужно на пояснице. Потом сдвигаться, когда вам нужна поясница, сдвигаться на ноги. Сидеть на груди не надо, от этого можно задохнуться и тяжело дышать даже большому мужику, когда на нем сидит 50-килограммовая девушка. Представьте, что будет чувствовать 50-килограммовая девушка, на которой сидит 100-килограммовый мужик. Ну, будет очень неприятно. То есть, если вы сдавливаете живот, попу, ноги и так далее, ничего не произойдет, вы не раздавите человека. А сидя на легких, легкие это у нас мешок, там воздух, и все это сдавливать, вот это будет неприятно, будет тяжело дышать. На голове тоже не сидите. Ну, если вы не девушка, а ваш мужчина не любит, когда вы сидите на голове, но только не на этой части, а, ну, вы поняли. Это уже про... Еще отдельная тема, это попа, и здесь мы переходим уже к окологенитальной части. Ну, попу почти с попой опять тоже вы можете массировать пальцами, можете целиком ладонями. Можете сдавливать вот этими частями, особенно отзывчивая часть, нижняя часть попы, которая плавно переходит в ноги. И здесь вы уже можете начинать затрагивать паховую область. Не надо сразу лезть пальцами в паховую область. Паховая область массируется так, что вначале вы, неважно, сзади или спереди вы ее массируете, вы массируете ее так, чтобы пригнать туда кровь. То есть вы вот такими движениями как бы собираете кровь и направляете ее внутрь всех этих органов. Вы действительно будете таким образом заставлять жидкость проходить ближе к органам, и туда прильет много крови, а много крови вызывает возбуждение, особенно у мужчин. Для нас это очень актуально. У нас от этого пиписька встает, когда зажимаются определенные капилляры, а другие расширяются. Гладкая мускулатура кровеносной системы, вот когда там правильно зажимается, расслабляется, тогда туда устремляется большой поток, и пиписька встает. У женщин тоже такое происходит, но это в меньшей степени свидетельствует об их возбуждении. Но наше видео сейчас не об этом. Соответственно, еще, когда вы массируете грудь, мужчине понятно, здесь почти все что угодно можно делать, единственное, вниз не надо давить, это не очень всегда приятно. Обычно давится все-таки снизу вверх. И снизу вверх это особенно как раз к мужчинам относится. Не пытайтесь давить женскую грудь сверху вниз. Это очень неприятно обычно им. Вы сдавливаете все вот это, что у них там есть, все эти молочные железы, и это неприятно. Поэтому массируйте их больше вот так. Я даже покажу на себя. Соответственно, спереди
шею тоже можно массировать, но я сказал, лучше уточните, есть ли какие-то отрицательные элементы на тему шеи. Массируется она ладонью и пальцами. Ну, пальцами вы не пытаетесь только на шею вдавить, как вы делали на спине, а именно проглаживанием она. Разумеется, после того, как вы промассировали генитальную область, у вас дальше есть, опять же, всякие переходы к массированию точки G, прочему или сексу, но это уже вот на ваше усмотрение. Данное видео эту часть не рассматривает. Единственное, если вы переходите к генитальной зоне массировать, я напомню вам, латекс разъедается маслом, поэтому презерватив плюс масло равно дырявый презерватив. А так, да, масла можно использовать вместо смазки, это многие даже предпочитают. Потом, опять же, эластичность кожи увеличивается от этого. То есть, да, масло в вагину вполне себе хорошо применимо. Ну, единственное, если вы на таблетках или планируете детей, или что-то такое. Единственное, опять же, в вагине масло быстро рассосется и впитается, поэтому как такая длительная смазка, она не годится. Его придется постоянно дополнять. И дополнять смазку нужно всегда, но это, опять же, я рассказывал в других видео, чем больше смазки, тем всегда лучше. Лучше всего обычная водная смазка. Либо комбинированная. У меня сейчас есть Liquid Silk, ее практически нигде нет. Она там работает в течение 10, минут. Это очень долго. В чем главное отличие обычного массажа от эротического? Частично я уже говорил. Главное — это стимуляция всяких разных зон и как можно больше площади зон разными способами и так далее. Поэтому не смешивайте с силовым массажем. Вы просто устанете. И это произойдет не за один раз, но когда вас в 5-й раз попросят сделать массаж, вы почувствуете легкое такое: блин, я устал, я не хочу. И тут начнется вот как раз отказ от массажа, потому что ваше тело среагирует, что это ему не нравится, ему от этого плохо, и вы сами не получаете эротической составляющей. Да, кстати, вы сами не получаете эротической составляющей, ну и нафиг оно надо. Ваш мозг сам начнет вас от этого отдалять. Да, я говорил, что в какой-то момент, когда вы будете гладить, особенно это относится именно к плотным прикосновениям, ваши собственные нервные окончания ладони, когда все начнет обретать около эротический контекст, ваши собственные ладони дадут вам нереально много ощущений, и вы поймете, что делать массаж круто. Но если вы будете пытаться сдавливать и делать силовой, к сожалению, этого эффекта вы не достигнете. Поэтому, например, выливается 30 грамм масла, как я показал, крышечка у Манини, например, много масла, вы просто вынуждены будете его гонять по спине, чтобы оно у вас никуда не стекло, и у этого есть очень крутой эффект. Он будет очень эротический, этот массаж, будет больше в сторону как раз распределенности по большому количеству нервных окончаний. Вам просто некогда будет давить. Очень классный способ отучить себя от силового массажа и получить, и вы поймете, насколько круто вот это вот ощущение, когда вы сами, ваша рука возбуждается, и возбуждение идет вверх по руке. Это на самом деле не по руке идет возбуждение, это у нас в голове, там, где та часть мозга, которая отвечает за прикосновение, я не помню сейчас, как она называется, это прям целый отдельный участок мозга. Это там начинают фонить нейроны друг на друга. Но поэтому и будет эффект, что у вас прям поднимается возбуждение по рукам. Вперед к оргазмам или обстановка. Немаловажной частью является обстановка, в которой вы все это делаете. Да, я понимаю, очень у многих идет боязнь всего, что касается романтики. Нам так почему-то с детства все это навязали, но я напомню вам, что музыка, но только нормальная, в которой есть ритм, в котором есть мелодия, Рамштайн не подойдет. Нормальная легкая музыка. Ну, вообще, вот я советую всем времена года, но вы можете использовать какую-нибудь медитативную, или вообще тоже, если времена года классика вы не воспринимаете, тогда есть совершенно замечательное направление современное, называется оно лаунж. Вот там прямо все карты вам в руки. Музыка, и в том числе всякие свечи, которые горят вокруг, и создают определенное мерцающее освещение, и мозг постоянно вынужден все это обрабатывать. Мозг вынужден будет притормозить всю остальную деятельность. У него идет фономузыка, у него идет вот это вот освещение из свечек, которые дают мерцание, и постоянно ему приходится пересчитывать все вот то, что он видит, потому что нет нормального ровного освещения. Мозг может делать только две вещи одновременно, поэтому либо думать и музыка, либо думать и массаж, либо думать и работа с освещением, с зрением. Поэтому здесь мы забиваем ему все вот эти части с визуальным восприятием и аудиальным, и ему ничего не остается вам, как сфокусироваться на массаже. Но единственное, с визуальным восприятием не переборщите. Я пробовал использовать, гладить девчонок под калейдоскоп. Выглядит это вот так.
Ну, то есть проектор проецирует калейдоскоп, например, на стену. Помните, калейдоскоп такая игрушка, есть такие видео в интернете. Вот, слишком сильное залипание происходит, и просто ощущений уже нет. То есть у тебя идет аудиодорожка, там, видеодорожка с калейдоскопом, ты упираешься туда и ничего не чувствуешь, потому что слишком большая нагрузка на мозг. Вот это уже перебор. Поэтому мерцающее освещение самое лучшее. Ничего лучше, чем свечка, я не нашел пока что. Обстановка вся нужна для того, чтобы затормозить деятельность головного мозга и выкинуть лишние мысли. Именно этого нужно всегда достигать в сексе. У женщин вообще все возбуждение происходит в момент, когда они расслабляются, когда у них альфа-волны начинают превалировать над сексом. Я видел, что происходит с девчонками во время оргазма на ЭЭГ. Происходит это так, что альфа-волны начинают расти, в какой-то момент упираются вверх, сколько-то там держится на максимальной планке, там примерно 90% происходит альфа-волн, всех остальных там меньше всего. И потом идет резкий, когда оргазм, резкий такой сброс вниз. В ноль вообще. Все волны куда-то деваются, ЭЭГ не может ничего понять, что случилось. Ну и постепенно потом сознание начинает возвращаться. Если, кстати, оргазм не происходит, то оно падает где-то до середины, и опять же держится на плато, и потом опять вырастает вверх. Ну и так может долго повторяться, если у девчонки, например, было уже несколько оргазмов происходило. Это вот девчонка одевала ЭЭГ, и я ее стимулировал игрушкой, был у меня такой эксперимент. Но вот один раз был у меня доступ к ЭЭГ, нормальному, настоящему. Так я его вот видел, что происходит на экране. Жалко, экран не записался по техническим особенностям. Я бы иначе давно сделал отдельное видео по этой теме. Ну и напоследок, как последнее, расскажу вам про пару фишек, которые, про них почему-то все всегда советуют, прям эротический массаж, так далее, но я вам главное скажу, на самом деле, главное прикосновение, а не все вот эти фишки. Итак, да, девчонкам советуют садиться пониже и периодически вместе с руками использовать для массажа своей груди. Ну, тут сработает только на мужчинах, у кого фетиш на это, на сами груди. Поначалу, да, сработает новые ощущения. Не зря же мужики бегают в салоны эротического массажа. Да, там заканчивается, конечно, тем, что им дрочат, но вот это так. Мужчине также советуют периодически водить там по попе членом. Это может давать свои ощущения. Да, опять же, возможно, для тех девчонок, у кого уровень возбуждения будет высокий, они уже хотят, чтобы им вставили, на них это сработает. Также, ну, такие дразнящие вещи. Соответственно, да, грудями можно двигать еще и по ногам. Для этого вы садитесь, соответственно, в обратную сторону, гладите руками ноги и периодически туда свешиваетесь и проглаживаете грудью. Еще одна фишка, она есть подробно, как имитировать минет. У меня есть такое видео. Там я описывал опыт хождения как раз в салоны эротического массажа. Там вот делают все то же самое, но была еще фишка. Одна девчонка делала. Она брала очень много, там, одевала латексные перчатки, использовала огромное количество смазки. И двигая руками вверх-вниз, она также делала вот головой, пряча член вот здесь за подбородком. Но, я вижу, что голова двигается, ощущения все те же самые. И мой мозг сам хочет поверить, что будет минет. Что происходит минет. Хотя я точно знал, что его не было, что это невозможно. Салон принадлежал моей подруге, поэтому я знал, что никакого орогенитального контакта невозможно с девчонками. Про салон мог бы еще много чего интересного рассказать, но не в рамках этого видео, может быть, когда-нибудь позже я расскажу о своем опыте посещения данного вида развлечения. Итак, с вами был Чалышев Сергей. Сегодня я рассказал вам про эротический массаж. Надеюсь, это будет вам полезно. До встречи в новых видео. С вами был Чалышев Сергей и магазин magic-wand.me.